Американська студія Колейбі, офіс якої розташований у Сіетлі, зараз працює над комп'ютерною грою The Forest Song за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Про саму цю гру показували українські телеканали, але розмова, яку ми вам пропонуємо послухати, особлива тим, що це розмова, яка базована на звуках. Ви можете почути звуки, які використовуються у цій грі, і фактично зануритися у містичний світ лісової пісні. Слухаємо. Ранкова хвиля на Громадському радіо, при мікрофоні Василина Думан. І зараз ми з вами, любі слухачі, отримуємо нагоду підслухати, як звучить лісова пісня. Драма-феєрія Лесі Українки. За мотивами цього твору американська компанія Колабі Студіо створює комп'ютерну гру. З нами на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки креативний директор Колабі Дмитро Вірьовка. Доброго ранку, Дмитре. Доброго ранку. Дмитро підготував для нас колекцію звуків, які використовуватимуться у грі. Тож слухаємо, думаємо і уявляємо. Ох, як було так, навіть трошки моторошно. Що це так звучатиме? Так звучит ночной лес в нашей игре. Как мы знаем, в лесовой песне очень много действий происходит в лесу. И по игре Лукаш попадает в лес, где ему надо разрешить один из пазлов, в котором он ищет барвинок, цветок для калины. И так, когда он заходит в этот лес, вот такие звуки его встречают лесные духи. Ну, справді можна собі уявити, але ліс такий, він містичний дуже і доволі похмурий. За звучанням уявляється. Да, он очень мистичный, похмурый. Это как бы лес, в котором вечером, когда он туда заходит, его духи не очень там хотят видеть, так скажем. Поэтому они его как бы предупреждают, что будет опасность впереди, и в принципе не хотят, чтобы он туда заходил. Когда мы были в экспедиции, мы много общались на Волыни с людьми, которые живут в этом как бы районе, и которые говорят, что мы заходим в лес как кому-то домой. Мы спрашиваем разрешение и благодарим, когда заходим, и выходим из леса. Поэтому для нас это было очень интересно, и поэтому вот это отношение людей и леса, и как бы если тебя там не ждут, то лучше туда не заходить. А, Дмитре, а ви на Волині були перший раз, от, власне, з експедицією? Розкажіть, будь ласка, детальніше трошки про цю поїздку, чому ви її влаштували, і чи для вас цей досвід був так само особливим? Окрім ваших товаришів з Америки, які з вами їхали. Да, мы поехали туда с моим другом, с которым мы начали эту компанию Колаби, как бы просто посмотреть, как там живут. Во-первых, почему Волынь? Потому что Леся Украинка написала лесовую песню именно там, то есть она там была как бы... Разгортается дия буквально. Да, разгортается дия, то есть это про вот это место, и поэтому надо было поехать и посмотреть, и в принципе пообщаться с людьми. Мы так, все игры, которые мы до этого делали, наша предыдущая игра Never Alone, это игра про Аляску, мы ездили туда больше 15 раз и проводили очень много времени с людьми, их интервьюировали, жили с ними, ели с ними, и как бы слушали много историй, которые потом заходили в игру. И то же самое мы делаем и здесь. Поэтому очень важно нам поехать и пообщаться там с людьми. Я хоть и как бы родился в Одессе, но я на Украине не так во многих местах был, поэтому для меня поехать туда, это было очень-очень интересно, так же, как и моему другу. А помогли нам туда поехать, как бы наши ребята, с которыми мы работаем, это Лена Ивановская, она с Киевского института, там также был Алексей Доля, который занимается фольклором. А в ліс ви заходили? І в ліс ми заходили, страшно і знімали дуже багато в лісі. А, до речі, з вами якісь містичні історії траплялися? Я бы не сказал, что втраплялось, но так ощущение, мы зашли один раз в лес, когда практически там никого не было, то ощущение вот этих звуков, что кто-то сейчас где-то появится или просто там есть,
но мы не видим, присутствовал. Там был материал для натхнения, но также мы записываем, например, когда люди идут по лесу, да, то есть какой звук от шагов, какой звук от веток, которые друг от друга трутся, как листья шумят, то есть все это мы записываем, и мы записываем болото, когда кто-то выходит из болота, как в русалки, мавки, кто-то заходит в болото. То есть мы записываем все звуки. Для этого у нас работает специальная команда, которая занимается только звуком. Их зовут Impossible Acoustic. Очень хорошие ребята, которые работали с нами уже и на предыдущих играх. Поэтому для нас звук это очень важно. И как бы непосредственно быть в лесу и записывать там, это действительно важный момент. Давайте слухаємо далі звуки. Это опять-таки такой мистичный, это тоже в том же ночью в лесу Лукаш понимает, что ему надо перейти на другую сторону леса, на другую сторону от озера, но туда попасть практически невозможно, потому что ему придется идти через болото, в котором много всяких духов живут, ему невозможно будет туда перейти, значит, ему надо найти какой-то другой вариант. И это тот момент, когда он находит, что есть такой как бы мост, который может его туда перевести. Он такой тоже мистический, такой нереальный. Он увидел, как этот мост загорается, і этот мост йому дасть можливість перейти на другу сторону. До речі, про жителів. Чи усіх персонажів лісової пісні ви використали і чи, можливо, додали якихось додаткових? Я слухачам нагадаю, хто у лісовій пісні є. Це той, що греблю рве, русалка, потерчата. Потерчата – це втоплені дітки нехрещені. Водяник, дядько Лев, перелесник, Лукаш, пропасниця, лісовик, куць, мавка. От такий цілий злидні так само, цілий містичний світ. Отже, чи ви всіх використали і чи, можливо, впровадили якихось нових? Ми ще не всіх використали. Игра только мы в процессе. Игра будет закончена только в 2018 году. То есть у нас еще 2 года девелопмента, но мы действительно основных всех героев, конечно, используем. Это Мавка, Лука, Шкелина, Мама, Лео, дядька Лев, те, кто скалысили. То есть всех, но поторчата. То есть у нас есть идеи, но пока мы еще полностью всех не задействовали. Но, наверное, задействуємо практично всіх. Які вам найбільше сподобалися з персонажів і з того, що ви вже втілили? Наверное, мама Лукаша, потому что у нее такой серьезный характер, и как бы все говорят, почему она так выглядит, она какая-то недобрая, но у нее очень интересный голос. Мы вот сейчас его только недавно записали, к сожалению, у меня нету его записи, но я не знаю, сама Мавка тоже интересна, потому что она такая воздушная, невозможно ее увидеть, то есть ее постоянно она где-то появляется и исчезает. Давайте слухаємо далі, що у нас є. Я вам могу рассказать маленькую историю, что это за звук. Это когда Лукаш играет на сопилке, у него появляется возможность отделиться от своего тела. Мы сделали так, что когда герой играет на сопилке, у него появляется возможность летать. То есть он как бы играет и улетает практически как дух. И когда он летает, вот вы услышите такую музыку, и он летает, и он собирает такие как бы частицы орнамента. То есть орнамент украинский, именно орнамент с Волыни, вот с Полесья, он будет идти через всю игру. Давайте далі слухаємо. А це вже було щось таке дуже тривожне. Де ми опинилися? Это тревожное и нет. То есть, когда ты увидишь журавля где-то далеко, и он пролетает, он создает такую, вот как бы ты слышишь этот Курлыча. звук.
Мурлычет, да, и когда курлычет, и когда вы появляется у нас на экране, появится такая как бы рисунок его, это означает, что вы открыли сейчас, мы называем их cultural insights in English, по-английски, но это как бы маленькое такое как бы документальное кино на буквально минуту, в среднем минута, иногда 2 минуты. Это тот момент, когда мы в игру вставляем именно непосредственно интервью людей, которых мы интервьюировали. Игрок, когда играет, он может услышать непосредственно голос людей, которые живут и расскажут тебе о определенных традициях. Давайте далі слухаємо. Это вот сейчас вы слышали, это как бы проснулась мельница. То есть там один из пазлов, который мы сейчас работаем, в демо существует, он уже... Это когда перед свадьбой мама Лукаша просит ему, чтобы он перенес борошно, то есть муку для Каравая? весельного, да. Но поломалась мельница, и мельник исчез, поэтому ему придется починить ее саму. Но это как бы не так просто, там много чего надо для этого сделать. И летать, и двигать, и подумать, как это все работает. И в итоге, когда вот он все это сделает, вы услышите вот этот звук как бы проснулась мельница и зовет всех в селе, говорит о том, что она теперь опять работает. То есть это такой момент достаточно серьезный, потому что как только это ты сделаешь, открываются другие возможности. Там, а млин так само, як живий організм. Мылым как живые организмы, как такое что-то, да, живое, большое, деревянное. Мы очень І много... дуже домашнє і затишне. Так. Давайте далі слухаємо. Это вот совсем свежее, мы еще не вставили даже в игру. Буквально, это когда было в понедельник, мы записывали Надю Тарнавскую. Надя Тарнавская, она очень интересный человек, она родилась в Ohio, Кливленде, никогда, ну, то есть родилась в Америке, но в семье украинских иммигрантов, и она прекрасно поет. Это звук, когда механика игры такая достаточно, интересная в том плане, что Лукаш застреет в одном дне, приблизительно так же, как, я не знаю, смотрели, наверное, День бабака? День сурка, да. То есть он застреет, и поэтому, чтобы ему выйти из этого дня, ему приходится, как бы решить все пазлы, но времени всего один день. И поэтому он всегда, вот когда начинается новый день, он возвращается обратно в начало этого же дня, вы будете слышать этот звук. Чи вам потрібна якась допомога станом на зараз? Там від людей, які нас почують, наприклад. Допомога, у нас основная допомога, мы финансируем проект только сами, то есть я и мой друг, которые начали эту игру. Конечно, финансовая допомога, чтобы как бы привлечь людей, которые будут заинтересованы и готовы сотрудничать с нами. Это, наверное, номер один, потому что чтобы игру выпустить больше, нам надо как бы занять больше людей. А второе, мы очень сильно тоже ищем людей, которые готовы нам помочь в плане переводов, в плане... Потому что не так много все написано на украинском. Я могу читать, я перевожу, но я не могу переводить всем. Поэтому чем больше людей нам будут помогать с переводами, было бы очень хорошо. Люди, знающие английский, украинский, это как бы было бы желательно, если есть желающие, пожалуйста, контактируйте нас. Так, звертайтеся до Громадського радіо, шукайте нас в соцмережах і так само шукайте контакти на нашому сайті. Дуже дякую вам, Дмитре, за неймовірно цікаве інтерв'ю і за екскурсію віртуальною реальністю драми феєрії «Лісова пісня». Дякую вам.
Слухачам нашим нагадаю, що з нами на зв'язку був креативний директор компанії «Колабі» Дмитро Верьовка. Говорили ми про комп'ютерну гру за мотивами драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Слухайте, думайте. Дійсно цікава гра, я б її відніс до категорії інді, тобто гра незвична, за задумом, за втіленням. Це не first person shooter, не бігалка, стрілялка, це не квест, хоча, якісь елементи Частково квесту, квесту. так, там є. Але дуже світоглядно, не фантазійна естетично. попса, так. І хочеться побажати найперше розробникам, щоб їм трапилися хороші перекладачі, бо перекладати ось цю дуже українську, дуже слов'янську історію. Тут треба добре постаратися, щоб зробити це зрозумілим всім від Танзанії до Шотландії. Наскільки я зрозуміла, звучати буде все реально українською, а переклад буде йти титрами на різних мовах світу. Поки що під час роботи над грою перекладачі потрібні тільки з української на англійську, просто щоб там пояснювати розробникам, що ж відбувається. Ці звуки, навіть отой вокал, що ми чули, це перекласти іншою мовою, напевно, неможливо. І не варто. Але давайте сподіватися, що ця гра стане хітом не лише в Україні.